Привет, дорогой друг, на связи Василий, и сегодня я тебе расскажу, как выжить на дорогах в Азии, управляя скутером или мотоциклом. Подробно я расскажу, как устроено движение в Азии на примере Индонезии, какие ошибки совершают туристы, выезжая на дороги общего пользования, как правильно управлять скутером или мотоциклом здесь, чем отличается вождение здесь от России и Европы. Поделюсь своими стратегиями безопасного управления. Итак, чем организация дорожного движения здесь отличается от Европы? И первое, здесь никто не соблюдает правила дорожного движения. Дело в том, что здесь люди водят с детства, и о правилах они не слышали. Я спрашивал своих знакомых индонезийцев о правилах дорожного движения, и никто не смог мне ответить на простейшие вопросы. Даже если ты будешь знать правила, то это не изменит ситуации, ведь остальные их просто не соблюдают. Может показаться, что подобная ситуация просто катастрофическая, и на дорогах здесь царит хаос и неразбериха. На самом деле нет. Передвигаться на дорогах здесь весьма безопасно. Кстати, вам будет полезно узнать, что водить здесь безопаснее, чем в России, где большинство соблюдает ПДД. Дело в том, что когда ты не знаешь правила приоритета, то не появляется излишней самоуверенности. Например, перекрестки здесь проезжаются медленно. Ты готов всегда уступить дорогу другому, и поэтому скорость минимальная, а внимание максимальное. В России же перекрестки являются одним из самых опасных мест на дороге, лишь потому, что водители излишне самоуверены. Все мы люди, и когда кто-то из участников нарушает правила, например, правила приоритета, то случается авария, и последствия очень серьезные. Здесь же нет правил приоритета, и нарушать, собственно-то, и нечего. Следующая причина, почему здесь безопасно ездить, это скорость. Местные жители, как правило, передвигаются медленно и флегматично. Это обычно не свыше 40 км в час. Эта скорость является оптимальной для передвижения по городу. Сравните с Россией, где водители ездят до 80 км в час. Здесь даже на междугородних трассах мало кто превышает 80 км в час. А вообще я считаю, что скорость является причиной практически всех аварий. Даже в авариях, когда вас кто-то не пропустил, то всегда можно сказать, что ехал бы чуть медленнее, аварии бы не случилось. Давайте поговорим про опасности, которые есть на дорогах здесь. Первая опасность – это встречка. Да, здесь все ездят по встречке. На автомобилях это не принято, а вот на скутерах запросто. Бывает так, что ты едешь, а навстречу тебе два потока. Один нормальный встречный поток и, например, чел, который решил срезать и несется тебе навстречку. Причем на узкой дороге, и приходится протискиваться между ними. Я немного не понимаю такого поведения. Ну, хочешь ехать обратно, возьми да развернись. Это же не автомагистраль. Спокойно встань в свой ряд и езжай. Зачем ехать по встречке? Но такие вот местные нравы, они иногда даже перекрестки проезжают по встречке, чем ставят в тупик абсолютно всех и даже своих соотечественников и подвергают риску. Просто будьте готовы к такому. Вторая опасность – вас не пропускают. Например, если вы едете по большой четырехполосной дороге, и со всех прилегающих улиц люди просто будут выезжать на эту дорогу, не уступив вам. Это особенность движения в Азии. Дело в том, что здесь есть негласное правило. Уступай дорогу тем, кто выезжает со второстепенной дороги. Ведь ты едешь по большой дороге и можешь просто перестроиться в сторону. Поэтому часто ребята заезжают на дорогу, вообще не посмотрев в сторону. У меня случилось несколько опасных моментов. Один из них, когда я ехал по трассе, и со второстепенной дороги какая-то дама выезжала, даже не посмотрев в сторону. Я только чиркнул ее колеса, но это заставило меня поменять стратегию. А второй случай, я ехал по широкой трассе, и внезапно одна женщина решила развернуться, не посчитавшись со мной, и мне пришлось в ужасе оттормаживаться. Теперь я учитываю такие вещи. Третья опасность – это перестроение. Будь всегда готов к внезапному перестроению других людей. Дело в том, что здесь зеркала никто не смотрит. Я вижу, как у людей есть зеркала, но направлены они куда-то в небо, либо их может вообще не быть. Не жди, что с тобой будут считаться, просто занимай место на дороге так, чтобы внезапное перестроение тебя не затронуло. Я сам стараюсь передвигаться быстрее потока как раз из-за этих вещей. Никогда не знаешь, что учудят другие. Так что я просто уезжаю вперед и потом еду в безопасности один. Четвертая опасность – это срезка углов. Дело в том, что здесь очень много всяких мамочек, бабушек, которые даже пример не представляют, как управлять техникой. Поэтому они всегда едут по кратчайшему пути, а именно вместо поворота по безопасной траектории они едут напрямую, выезжая на твою полосу. Пятая опасность – всегда ждай подвоха. Здесь никогда не знаешь, что местные учудят. Они могут выехать, не посмотрев по сторонам, вылететь тебе навстречу.
обогнать тебя, когда ты начал поворачивать. Просто будь готов к такой дичи. А для этого я рекомендую тебе ездить медленно. А еще здесь бывают чудаки, которые ночью могут ехать по встречке с неработающей фарой. Вообще здесь в порядке вещей не иметь рабочие габаритные огни или фары. Если ты досмотрел до этого момента, вероятнее всего тебе видео интересно, поэтому, пожалуйста, поставь лайк. Так ты поддержишь меня и напиши комментарий, что тебе кажется в управлении здесь странным. Теперь давайте разберем типичные ошибки туристов, которые они допускают при езде по дорогам. И первая ошибка – это выезжать на дорогу без навыков и прав. Обычно можно услышать мнение, что управлять скутером то же самое, что водить велосипед. Однако это не так. Скутер может разгоняться свыше 100 км в час, а его вес составляет около 120 килограммов. Скутер больше походит на мотоцикл, но не на велосипед. Поэтому и относиться к скутеру нужно так же, как к мотоциклу. Если вы хотите управлять скутером, то пройдите курс обучения у себя дома. А лучше получите права и сдайте экзамен. В таком случае у вас уже будут навыки, и вам не нужно будет давать взятки местным полицейским. А еще я настоятельно тебе рекомендую несколько дней поработать над своим экстренным торможением. Вообще ты должен выучить несколько простых понятий, разобраться в них и освоить их на дороге. Это первое, это экстренное торможение. Второе, это направление взгляда при управлении мотоциклом. Третье, это навыки контрруления. Это базовые вещи, которые ты должен знать. Если ты их не знаешь, то лучше не садись за руль. Кстати, здесь в описании к этому видео я оставлю ссылочку на видео Александра Андреева, где он рассказывает, как правильно выработать у себя рефлекс на экстренное торможение. Я вообще считаю дороги Азии не лучшим местом для того, чтобы начинать водить. Вторая ошибка туристов. Аренда дешевого скутера. Если вы не послушали мою рекомендацию и решили арендовать скутер, а опыта управления у вас нет, то вам обязательно нужно брать скутер с АБС. Это очень важно. Как правило, путешественники стараются выбирать технику по карману и часто попадают в эту ловушку. В итоге они берут дешевый скутер и буквально в первую неделю раскладываются где-нибудь на дороге. А потом идут траты на лечение, дорогостоящие операции, которые полностью перекрывают эту экономию, либо ремонт скутера. Я считаю АБС сейчас базовой опцией для любой мототехники, потому что 90% падений всех новичков связано с блокировкой переднего колеса. Поэтому, если вы хотите значительно себя обезопасить, обязательно берите скутер с АБС, например, Yamaha NMAX, Honda PCX, Yamaha Aerox. Причем у всех этих скутеров АБС является лишь опцией, поэтому при аренде спрашивайте, работает ли АБС. Просите владельца проверить работу этой системы. Третья ошибка – это самоуверенность. Так новичок, поездив пару недель на дорогах, начинает быть уверенным в себе. Хотя за это время никаких навыков и тем более рефлексов он не получил. Чтобы получить навыки и рефлексы, нужно ехать на мотодром и тренироваться там. А передвигаясь просто по дорогам, у тебя не будет никаких навыков. И вот он начинает ездить быстрее, агрессивнее. Такая беспечность заканчивается всегда падением. Я сам был таким и один раз упал в Таиланде, ободрал себе всю ногу. После этого я задумался, что для управления мототехникой нужно пройти обучение. И будет полезно иметь права. Если ты новичок, то выбирай скорость движения не быстрее, чем местные жители. Твоя скорость должна быть не выше 35-40 км в час. Дело в том, что местные жители привыкли ездить флегматично и медленно, поэтому они не ожидают того, что вы будете ездить быстро. Например, перед вашим носом постоянно будет кто-нибудь разворачиваться или резко перестраиваться, или просто выезжать со второстепенной дороги. И если случится авария, как бы вы не возмущались, виноваты здесь будете только вы, потому что вы не знаете местных особенностей. Знаете, я могу рассказать о признаках того, что вы водите слишком быстро. И это действует даже в России. Если вам кажется, что вас другие подрезают, ездят как дураки, неправильно перестраиваются все время и мешают вам, то значит, что вы водите слишком быстро. Я слышал здесь отзывы от русских, что местные жители очень плохо водят. Ну, знаете, все те вещи, которые я рассказал. Так вот, дело не в них, а дело как раз-таки в тех людях, которые водят быстро. Попробуйте ездить медленнее, и вы заметите, что вам уже никто не мешает. Вас перестали подрезать, перед вами перестали разворачиваться неожиданно и делать какие-то вам проблемы. Еще я хочу поделиться своей стратегией вождения и реакцией на события. Если я вожу мотоцикл и случилась какая-то опасная ситуация, например, мне резко пришлось оттормаживаться, уворачиваться или просто было опасно, то по приезду домой я обдумываю эту ситуацию. Я стараюсь понять, почему это произошло, и в следующий раз я просто буду избегать подобной ситуации. Это такой способ самокалибровки.
Так постепенно я шлифую свои навыки вождения в сторону избегания любых, даже потенциально опасных ситуаций. Бери на вооружение эту стратегию. Помни, что любая опасная ситуация – это знак. Знак того, что ты делаешь что-то неверно. Не обвиняй других, ты как бы не можешь на них повлиять. Учись влиять только на свое поведение и избегать вот таких ситуаций. А на этом у меня все. Спасибо, что смотрел это видео. Напиши комментарий, что тебя больше всего удивило в движении в Азии. Обязательно поставь лайк этому видео. Пока-пока.